О, как хорошо. На месте Максима хочется их отметить, потому что они тоже бегуны, а как правило известно, что бегуны более легкие, да. Их очень мало, и мы держимся друг с другом, да, Максим? Курица. Пускай будет курица. Серег, Да, извини. да, нормально. Извини, серьезно. Я вот не уверен, курица. Там еще и с фострогином будет. Салют, друзья! Меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, где мы говорим об СБ. Я знаю, вы очень любите топы. Топ альбордистов и топ боев битвы нации – это самые просматриваемые ролики на моем канале. И сегодня пришло время для еще одного топа. Сегодня я расскажу вам о выдающихся бегунах, о людях, которые выбрали для себя путь ИСБ без борьбы, чьим главным оружием является их собственное тело, а главными характеристиками – скорость и маневренность. О людях, которые вполне уверенно чувствуют себя в открытых водах ристалища. Хочу сказать, что если боец выбрал для себя путь бегуна, это не значит, что он плох в остальном. Очень многие бойцы из тех, о ком я сегодня расскажу, могут сочетать разные роли. Но сегодня мы говорим о том, как они справляются с амплуа живой ракеты. Батист Лакруа, известный французский легковес, сейчас сражается за чешскую команду «Пражские тролли», одну из сильнейших европейских команд. Батист опытный маневренный легковес, который не обладает выдающимися физическими характеристиками. Кроме того, он рыжий, а значит, он еще и душой не обладает. И, наверное, совестью. Потому что тактика бегунов, она вообще претит совестливому человеку. Нападать на человека сзади – это совсем не по-рыцарски. А это именно то, что мы делаем. На одном турнире возмущенная зрительница кричала на меня, что я крыса, а не рыцарь. Только и могу что пинать людей сзади. Девушка, именно за этим меня тут и держит. К сожалению, недостаток роста и веса не позволяет Батисту эффективно сражаться около борта. Однако, если противник зазевался на центре ристалища, вот тут уже рыжий француз своего не упустит. Стоит еще добавить, что немалый опыт позволяет ему не только быть хорошим бегуном, но и эффективно отражать атаки менее опытных бойцов из других команд, которые выбрали его своей целью. Колин Мартиню, США, команда Орда Драконикс, Калифорния. Колин является постоянным членом сборной США с 2017 года в массовых боях. Как и многие бегуны, он хорошо раскрывается именно в больших боях, 12 на 12 и больше. Вот вам, к примеру, запись какого-то американского турнира 30 на 30. Обратите внимание на кряжестого левшу в левой части экрана. Сейчас, в какой-то момент, он насквозь пройдет свой строй, строй противника, и там в тылу вынесет 7 человек. 7 из 30 Карл. Неплохо, да? Я обратил внимание на этого бойца в прошлом году, на Динамо 2019. В боях 12 на 12 этот дерзкий и резкий боец из американо-канадской сборной наводил шороху в тылу противника и производил впечатление одного из самых ценных бойцов на поле. Возможно, он им и был, потому что, шикарно отработав в первых раундах, он то ли получил травму, то ли карточку и в дальнейших боях не участвовал, после чего у его команды дела пошли уже не очень. Кстати, как оказалось, фальшионный щит – это нестандартное вооружение для этого бойца. Обычно он предпочитает огромный двуручный фальшион. Как по мне, это странный выбор, особенно для боев 5 на 5. Но мне сказали, что в юности он серьезно занимался хоккеем. Видимо, кстати, хоккей тоже является хорошей базой для ИСБ. И такое оружие напоминает ему клюшку. Ну, возможно, но я бы тогда выбрал топор, наверное. Сава Соколов. Россия, команда «Старые друзья», клуб «Берн». Сава молодой, дерзкий, как пуля резкий. Он высокий, тяжелый, при этом скоростной боец, обладающий хорошим чувством дистанции и тайминга. Кроме этого, у него неплохие навыки борьбы и хорошая ударная база. В юности Сава занимался фехтованием на саблях и боксом. Фехтованием и боксом. Вот сейчас тут подсказка всплывет. Продолжаем. Я бы сказал, что Сава Соколов универсал. С перекосом, в хорошем смысле, в бегуна. Он отлично видит поле, прекрасно прорывается в тыл к противнику и не зависает на центре поля, как легкая мишень. При всем этом он вполне комфортно чувствует себя и около борта. Я бы сказал, что ему не всегда достает опыта, бывает, что Сава косячит, но не часто. В любом случае, потенциал у Савы Соколова очень большой. Лукаш Ержабек. Вы представляете себе Павла Куржика из White Company? Он тяжелый, невысокий, с очень низким центром тяжести. Лично для меня, как для бегуна, он кажется практически не берущейся мишенью. А теперь посмотрите сюда. So, there's one broken free. They're going to be very careful here. Oh, it's a great takedown! Super! Oh, another one! Outstanding fighting from the Prague Trolls! Incredible! Видели?
А знаете, кто этот красавчик, который только что снес Куржика? Это Лукаш Ержабек по прозвищу Халк. Чешский боец, который сейчас сражается за команду КСР из Польши. Это очень эффективный боец, у него шикарный удар коленом и ногой с разбегу. Думаю, что у него база Муай-Тай. Я не знаю, а вот кто знает, напишите в комментариях. Кроме отличных ударов ногами, Лукаш хорошо борется. А еще мне нравится, что в те моменты, когда сносить уже некого, когда все разобрались по борту, он совершенно спокойно переключается из режима бегуна в режим алибардиста. Он сбрасывает щит и фальшион и берет в руки алибарду, принимая ее у подающего. Первыми бегунами были легковесы, чьи габариты не позволяли им на равных сражаться с парнями потяжелее. Но сейчас эту тактику распробовали и другие. Из тех, о ком мы сегодня говорили, только один настоящий легковес, а остальные скорее тяжа. А вот что будет, если супер тяжа вдруг задастся вопросом: а чё я все у борта до уборта? А какие такие неприятности могут ждать меня там, на центре поля? И вот если вы Сергей Курицын по прозвищу Тор, в котором 2 метра роста и почти 120 килограмм веса, то ответ никакие. Вообще никакие. В этом году Тор открыл в себе таланты молниеносного рывка. Он оторвался от борта и осознал себя паровозом. И вот теперь на российских турнирах нижегородский пояс боли ходит регулярно и сносит даже опытных противников. Не стойте у края платформы, друзья. Стоит добавить, что и сам Тор является мишенью так себе. Влетев в него ногой или коленом, можно запросто отскочить, а скорости ему вполне хватит, чтобы поймать бегунка, утащить его к борту, и я не хочу знать, что там происходит. Михаил Маргулис. Кто не знает Мишу? Это живое воплощение концепции Fight and Travel. Он капитан израильской сборной и один из самых разносторонних бойцов. Миша очень опытен и очень умен. Он природный средневес и обладает высокой скоростью и маневренностью. У него богатый бойцовский арсенал, который позволяет не только успешно выступать в бугуртах, но и выступать в профбоях и побеждать в них. Я уже сказал, что Миша боец очень умный, но еще он очень смекалистый боец. Он способен найти неожиданный выход из любой ситуации. Не знаю, это его личная или общая особенность еврейского народа. Помните видео, где один боец прыгал на спине от другого, который никак не хотел упасть? Это Миша прыгал. Что еще? Миша очень выносливый, и он искренне любит бои. Однажды он приехал в Санкт-Петербург на турнир «Битва на Неве». Прошел все массовые бои, потом заявился в профбой, выиграл его, а потом уехал на другой конец города и принял участие в турнире по ММА или по тайскому боксу, я точно не помню. Важная особенность Маргулиса как бегуна. В то время как большинство старается атаковать из слепой зоны, сзади или сбоку, Маргулис часто атакует в грудь и все равно противников сносит. Не знаю, как он это делает, надо бы изучить. Адриан Бидо. Франция, команда Аквила Секвания. Тут все понятно. Всемирно известный французский ниндзя, вы все и так прекрасно про него знаете. Адриан начал как бегун, потому что невысокий. А потом со временем он еще раскачался и сейчас известен в том числе и своей чудовищной силой. Скажем, у него в инстаграме есть видео, где он держит планку. Ну, все бы ничего, только на спине еще 200 килограмм в блинах. Мы знаем, что Адриан способен вырубить не самых стойких бойцов ударом баклера. А потом он взял в руки полуторный топор и совсем поперло. Скажем, на последнем Бугурт Прайме он оформил страшнейший нокаут топором в печень. Адриан известен как феноменальный бегун и контрбегун. Его нельзя так просто взять и атаковать на скорости. Благодаря своему невысокому росту он в совершенстве освоил прием перебрасывания атакующего противника через себя. И вот теперь этот бросок его визитная карточка. Мимо него тоже так просто не пробежишь, потому что, скорее всего, он достанет тебя подсечкой. В 2017 году в Барселоне мне довелось работать с этим бойцом в паре, и вы знаете, это был офигенный опыт. Адриан прекрасно сечет поле, и он знает, как сделать так, чтобы облегчить тебе задачу. В то же время, если ты выставил своего противника под атаку своего товарища, а твой товарищ Адриан Бидо, то противнику встать на ногах осталось недолго. Французский ниндзя тупить не будет. Рафаэль Намазов, Россия, команда Медвежата, клуб Берн. Рафаэль – природный средневес, очень сильный и несгибаемый боец. Он достаточно легко проходит вражеский строй, используя малейшие возможности. Однако иногда он не до конца трезво оценивает ситуацию и ошибается с выбором момента для прорыва. Влетает в итоге туда, где его уже ждут, и падает. Такое бывает нечасто, но случается. А в остальном Рафаэль стабильный фрагмейкер. Он может снести противника, может бросить его, может и сбить. Не зря он является регулярным участником, победителем турниров Кубка Донжон. На последней битве на Неве был шикарный бой Медвежат против Грифона. Вы название это не знаете, это был альянс, скорее всего, разовый. Боярды Западной башни, возможно, больше его не увидим. Так вот,
В этом прекрасном бою был шикарный первый раунд, который начался с того, что кого-то бросил Рафаэль Намазов, а во второй половине раунда он снес самого Сергея Уколова. В боях 12 на 12 роль Намазова также неоценима. Но в Кубке Александра Невского он очень грамотно тактически действовал, регулярно разрушая строй противника и прорываясь в тыл. Владимир Ивлев, молодой боец с юга, клуб «Стая», город Армавир. Лично мне Владимир Ивлев очень нравится. Мне кажется, что у нас близкая антропометрия. Он невысокий, природный легковес, который чертовски опасен в больших боях. Он много маневрирует, прекрасно меняет направление и отлично передвигается. Мне кажется, что Владимир до последнего будет избегать борьбы, стараясь максимально реализовать свой потенциал бегуна. И в случае, если его атака не увенчалась успехом, он не будет искать ее продолжение в борьбе, а скорее пойдет на второй заход. Это не значит, что он не умеет бороться. Напротив, исходя из того, что я видел, Владимир обладает достаточно высокими борцовскими навыками. Более того, он удивительно хорошо для своего небольшого роста забирает голову у более рослых соперников, часто повисая на шее всем весом. Вооружен топором, который не стесняясь использовать для захватов. Лично я в его захват ни разу не попадал, но со слов Юрия Самойлова приятного мало. Хотя стоит понимать, что Ивлев килограмм на 10 легче Мандулая. Чего я еще не видел от Владимира Ивлева, так это хорошей мощной работы оружием и щитом. Возможно, я просто плохо смотрел, а возможно, он прямо сейчас работает над этим компонентом и скоро нас удивит. Также я хочу сказать, что сейчас он занимает вторую строчку в моем рейтинге, но я совершенно не удивлюсь, если в обозримом будущем займет первую. И вот мы подобрались к первому месту. Кто же на нем? Я не знаю, удивитесь вы или нет, но на первое место я поместил Никиту Восторгина. Или Восторгина. Я буду говорить Восторгин. Макс, а почему ты просто у Никиты у самого не спросишь, как его фамилия произносится? Ну блин, сюрприза тогда не будет. Никита ловкий, быстрый, сильный и умный боец. Качественный средний вес, который и с ног снесет, и подсечку сделает, и башку открутит. Мне нравится, что Никита умеет понять, когда ситуация не получает развития, так сказать, фиксирует убытки и начинает заново. Великолепно сечет поле, не лезет на рожон и забирает голову сзади как боженька. Будучи выдающимся бегуном, Никита также комфортно чувствует себя около ресталища даже с опасным тяжеловесом типа Евгения Агеева. В том бою «Медвежат против Грифона», который я упомянул, рассказывая о Рафаэле Намазове, Никита Восторгин, или Восторгин, достаточно долго сопротивлялся Агееву около борта. Агеев ничего сделать так и не смог, а вот Никита чуть позже смог и мощным ударом колена в поясницу снес таки Агеева. А вот тут будет ссылка на этот бой, обязательно его посмотрите. В нем Никита и Рафаэль творят настоящие чудеса. Из практически проигрышной ситуации 2 против 4 они сотворили ничью, по пути снеся Шейна, Агеева и Уколова. Тут стоит сказать, что эти два бегуна потрясающе работают вместе, и «Медвежата» — это, наверное, одна из немногих команд, которые выпускают по 2 бегуна в раунд. Прошлый сезон Намазов и Восторгин провели во Франции, сражаясь за команду Монако, и стали одними из главных звезд французского чемпионата. На этом все, друзья. Таков мой список выдающихся бегунов. Конечно, есть те, кого я незаслуженно не включил в этот список, по вашему мнению. Не стесняйтесь, укажите их в комментариях. Возможно, я просто про них забыл или очень давно не видел в деле. Но в следующий раз, формируя подобный рейтинг, я буду иметь их в виду. И небольшое послесловие. Я тоже бегун, и мне бы очень хотелось находиться в каком-нибудь таком рейтинге. Но я сознательно не рассматривал себя при его формировании. Мне кажется, это глупым. Не мне себя оценивать, наверное, это должны делать другие люди. На этом все. Пока. Он сбрасывает щит и алебарду. Какую алебарду, да? Ты чё, чувак? В этот раз с блуперсами все будет хорошо. Да. Кроме этого, он влетев в него коленом или ногой, можно запросто... Ногой. Мы Ногой. из Вологды.